10 дней назад я снимал видео про аэропорт в Анталии, но сейчас будут новые подробности, будет все прям по полочкам разложено, так что смотрите видео до конца, и вы для себя найдете что-то интересное, полезное. Пойду схожу во второй терминал, покажу, где он находится. Сейчас некоторые подробности, что вот эта часть, вот выход, там дальше вход, это терминал для внутренних рейсов. То есть по Турции самолеты, которые летают, они прилетают на этот терминал. А вот эта часть, первый терминал, вот это тоже международные рейсы. Здесь вход, те, кто улетают, а с того угла выход. Те, кто прилетает, выходят там. Вот это я рассказывал в прошлый раз. Рассказывал тоже, как купить карту. Вот Анталия карт. Вот такая карта. Вот можно проверять баланс. На этом же автомате можно покупать ее, пополнять баланс. Такие карты необходимы для того, чтобы ездить на общественном транспорте в Анталии, на автобусе, на трамвае. Итак, давайте пойдем во второй терминал, посмотрим. В данный момент я иду с первого терминала во второй пешком. Вот засек время, вышел в 15 минут 7-го. Сейчас вечер. Посмотрим, за сколько я дойду пешком. Ну, конечно же, есть и автобусы, ходят сюда, во второй терминал. Сейчас все объясню, покажу по времени, как добраться. Вот такой тротуарчик, пальмы, цветочки. То есть вполне можно себе пешком прогуляться 1,5-2 километра между первым терминалом и вторым. Вот уже иду 8 минут. По карте показано, что прошел полпути, полдороги. И вот такой указатель стоит: туннель. Вот по такому тротуарчику я шел. Вот мы все ближе и ближе приближаемся. Вот, друзья, я нахожусь на втором терминале. 20 минут пешком я шел от первого терминала. Вот. По карте смотришь, вроде бы 2 километра показывает. Ну, мне кажется, даже ближе. Выходят пассажиры, туристы. И вот с табличками их встречают. Есть табло в аэропорту, можно посмотреть расписание рейсов, которые прилетают, улетают. То есть все понятно, все написано. Так же, как я уже говорил, можно посмотреть прямо в интернете, открыть в браузере, набрать просто Анталия, табло, аэропорт, и выйдет сайт, по которому можно также посмотреть прибытие, убытие самолетов. Еще есть сайт Анталия Аэропорт, тоже набираете, выходите, официальный сайт. Вот тоже видим, что множество автобусов, трансферов, которые встречают туристов, отвозят их по отелям, развозят. Вот кому интересно, цены на парковку в аэропорту. То есть, если хотите оставить здесь машину на стоянке, вот можете посмотреть цены. Вот хорошо видно, туристы приезжают и проходят на посадку. И здесь же стоят таксишки. Такси много, так что без проблем могут довезти до первого терминала. Стоит $3. Машина доехать до первого терминала. Если взять такси до центра, например, до Анталии, будет стоить 70-80 лир. Ну, это $10. Можно даже за 8, за $9 уехать. Но в основном $10 просят до центра Анталии. Да, кстати, вот у меня один хороший знакомый есть, который тоже продает билеты. Ну, он, видимо, работает от агентства тоже, продает билеты на самолет. И вот он мне чуть-чуть объяснил, что сейчас в основном рейсы с Украины, с России, все идут на второй терминал. 90%, наверное, самолетов летят на второй терминал. Вот приходят сюда именно. Да, также чартерные рейсы, чартерные тоже на второй терминал идут.
Вот интересно, вот такой поток идет в Анталию, и такой же поток нескончаемый из Анталии. То есть идут и идут люди, одни приезжают, другие уезжают. Прям без конца. Можно сказать, не останавливается ручеек. Течет и течет. Автобус 600 и 800 не заходят. Ближе к аэропорту не подъезжают. Останавливаются вот здесь. Примерно метров 200-300. Нужно отойти сюда, в эту сторону. Вот где въезжают автобусы. И с этой же стороны вот этот мост, как подземочка, находится. И в ту же сторону вот первый терминал. Но вообще пешком, как я уже говорил, 20 минут идти до первого терминала. Или можно взять такси за $3. А автобусы ходят один раз в час, 600 автобус ходит. Очень редко. 800 также или еще реже даже. О, кто-то на велике шпарит. Летят. В общем, друзья, если не торопитесь, прогуляйтесь пешком 20 минут. А если, конечно, время поджимает, то лучше взять такси. Ну или дождаться автобус 600. Вот 800 автобус пошел. Не успел я его заснять хорошо, но вот как раз идет уже на второй терминал. А я возвращаюсь опять пешком. Вот дошли до развилочки до такой. И вот он уже первый терминал. По времени смотрю, ну тоже опять же 20 минут у меня ушло на дорогу. Я бы не сказал, что я так быстро иду. Таким средним шагом 20 минут. А вот где заканчивается мост, по которому ходит трамвай. Вот от первого терминала еще, наверное, метров 400 есть эстакада вот эта, но она не работает. Запрещающих знаков нет, ленточек никаких нет. Решил прогуляться по этому мосту. Посмотрим, что здесь. Может быть, когда-нибудь построят, будет трамвай ходить до второго терминала. Сейчас пока только до первого. Вот он, первый терминал. А вот видно, вон он, второй терминал. Ну да, видимо, не использовали даже эту станцию. Вот, видно, стоит трамвай напротив первого терминала. А здесь уже все, мост закончился. О, с этой стороны стоит заграждение какое-то. А, вот здесь сбоку можно выйти. Можно было просто по тротуару там идти. Просто мне интересно было подняться, посмотреть. Вот. Здесь стояночка и начинается первый терминал. Итак, чтобы уехать с первого терминала на трамвае, это очень удобно. Нужно приобрести карту и привязать ее к HES-коду тоже. Это важный момент. Но делается это очень легко, просто. Вот. Тоже выходите на сайт, HES-код на турецком языке и привязываете, там вводите данные вашего паспорта, вашего телефона. Ну, тоже очень просто делается. Как купить карту уже рассказывал я в прошлом ролике, показывал наглядно. Посмотрите. Все, я жду трамвай. Вот уже идет. И еду в центр. Полчаса на трамвае до центра города, до Марк-Анталии. Вот это маршрут трамвая. Тоже в прошлом ролике я объяснял, что вот здесь вот Кавшак, это перекресток. Йонджа Кавшак, то есть большой перекресток. Вот. И смотрите, когда едете в аэропорт, чтобы трамвай был Фатих Хавалимани. Хавалимани это аэропорт. Вот. Вот сюда. Если возьмете Фатих Экспо, то уедете мимо аэропорта
Поэтому тоже внимательно смотрите название трамвая. Ну все, друзья, всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Как говорится, Google в помощь. Можно все найти по интернету. Как доехать, как посмотреть электронное табло самолетов, на какой терминал прибывают, как добраться. Этот ролик, надеюсь, вам тоже поможет. Какие-то моменты для себя проясните. Все, всем успехов, всем добра.